Привет, подписчики! Это я, Энгдын. Это немного другой формат видео, который я хочу попробовать на своем канале, а именно совмещение рисования и разговора на какую-либо тему. Я не знаю, как часто будут такие видео выходить, но надеюсь, минимум раз в месяц я вас буду радовать хотя бы одним спидпейнтом в шортсах. Пожалуй, начнем. Мотивацией для создания этого видео для меня послужило то, что мне уже 19, и я уже год нахожусь в рабочем пространстве, пробуя различные профессии, пытаюсь найти свою нишу. Моя идеальная работа для меня – это удаленная проектная работа, где я делаю клиенту продукт на заказ и получаю за него деньги. Лично мне это кажется самым удобным вариантом работы. Однако у меня еще нет постоянной базы клиентов, и так как я начинающий специалист, у меня еще нет профессионального портфолио и опыта общения с клиентами на различных фриланс-сайтах. Мне еще немного сложно ориентироваться, и я не знаю, что и как где делать, чтобы все получилось, но думаю, со временем у меня неизбежно получится разобраться в этой путанице. Но главный фокус этого ролика я хочу обратить немного на другое. Как вам, наверное, известно, для того, чтобы связаться со специалистом, клиенты и работодатели предпочитают звонки. И, честно говоря, я этого абсолютно не понимаю. Зачем тратить деньги со своего баланса и звонить человеку о том, что ты прекрасно можешь написать в сообщении? Ведь звонки обычно проходят так. Те представляются и говорят ту же самую информацию, которую потом они же и представляют в сообщении. Зачем? Если ты в любом случае напишешь мне, то почему ты считаешь нужным мне позвонить? Причем, звонки это не самый удобный способ связи. Человек может быть в транспорте, шумном людном месте или в любой другой ситуации, когда ему позвонят. Еще и часть звонящих, когда видят, что на их звонок не ответили, пишут сообщение, в котором предлагают договориться на очередной звонок. Вы серьезно? Вместо того, чтобы написать в сообщении причину вашего звонка и всю суть, вы собираетесь написать о приглашении на еще один звонок? Я это никак не смогу понять, наверное. Недавно мне захотелось написаться на курс по веб-дизайну, и для того, чтобы прокачать свои навыки и стать более профессиональным специалистом, на сайте я заполняю анкету, оставляю почту и номер и жду сообщения от менеджеров курса. Сначала меня сайт направляет по ссылке на Telegram-бот, где мне до сих пор так и не ответили. А потом, через несколько дней, мне пишет менеджер в WhatsApp. Меня приветствуют, рассказывают о курсе, а затем спрашивают, когда вам будет удобно принять звонок. Я отвечаю, что звонок мне неудобен, и напишите сообщение так, как вы написали мне в предыдущем сообщении. Если вы пишете мне, то и продолжайте писать, я отвечаю практически сразу. Мне отвечают, что? Ну что это такое? Я еще раз прошу их написать мне в сообщении. Это же не должно быть так сложно, да? Я получаю ответ. Очень интересно. Мне кажется, мы больше обсуждали то, удобен мне звонок или нет. А вдруг у меня глухота? Об этом вы не подумали, а? Ну ладно. Честно, я не понимаю, чего такого сложного и долгого в простой переписке. Нет, ну если вам больше 60 и вы не видите буквы на экране, я вам соболезную, конечно. Но я, как новое поколение, потребляю текстовую информацию достаточно быстро, и мне не занимает 3 часа написать простое сообщение. Я для этого использую телефон, а не печатную машинку или голубиную почту. В общем, я не понимаю звонки. Я считаю, что нет ничего, что нельзя передать через текст. Если вы только слабовидящий и не можете идти в ногу со временем, то текст – это самый лучший способ связи. Я принимаю звонки только от мамы с папой, сори. Спасибо за просмотр этого видео. Напишите в комментариях ваше отношение к звонкам и к новому формату на моем канале. Можно также поддержать видео лайком или по ссылочке снизу. В описании также все ссылки на мои соцсети, где я появляюсь больше, чем раз в месяц. А на этом все. Пока.